Здравствуйте, друзья! В этом уроке мы с вами рассмотрим еще один способ управления умным домом Home Assistant – сцены. Попробуем разобраться, что же это такое и в чем отличие автоматизаций, скриптов и сцен, и где лучше применять тот или иной способ. Как всегда, весь код, показанный в уроке в текстовом виде, вы найдете в файле, ссылка в описании. Также я буду рад вашим комментариям и примерам практических кейсов. Подробнее про структуру автоматизации и скрипты я рассказывал в уроке 8.1, ссылка в описании. Давайте вспомним, что они из себя представляют. Автоматизация – это логический объект, который можно разделить на три части. Первое обязательно – это триггер, то, что приводит к запуску автоматизации. Вторая часть не обязательна, ее может и не быть, это условия. Это те требования, которые должны выполняться для того, чтобы автоматизация запустилась. И третье, тоже обязательно, это действие автоматизации. То, что будет выполняться в случае срабатывания триггера и соответствия условиям, если они есть. Под действиями понимается запуск одного или нескольких сервисов в заданной последовательности, с возможностью как задержки, так и ожидания выполнения предыдущей задачи. Кстати, эта часть тоже может содержать в себе условия, причем даже разные, и в зависимости от того, какие из них выполняются, будет и соответствующее действие. Скрипт – это тоже логический объект, который по своей структуре очень схож с действием автоматизации. Он включает в себя вызов одного или нескольких служебных сервисов с возможностью установки дополнительных параметров запуска для каждого из них. Часто удобно использовать сочетание автоматизации и скриптов вместе. Например, когда в зависимости от условий автоматизация будет запускать тот или иной скрипт, который в свою очередь может содержать достаточно сложные вызовы. Один и тот же скрипт может использоваться в разных автоматизациях, запускаться вручную, а также есть кейсы с возможностью создания циклического действия, когда два скрипта по кругу будут вызывать один другого. Сцена – это еще один логический объект, который на первый взгляд делает то же самое, что и скрипт. При активации выполняет какие-то действия, может запускаться и вручную, и в автоматизации. Для чего она нужна? Отличие от скрипта в том, что сцена не работает с сервисами. В ее описании их просто нет. Она хранит состояние объектов и при своей активации восстанавливает их. Простой пример. Сцена хранит состояние светильника. Он включен, его яркость составляет 80%, а цветовая температура 4000 градусов Кельвина. В скрипте это будет реализовано через запуск системного сервиса LightTurnOn с указанием того же имени и параметров. Результат запуска показанной сцены из скрипта будет совершенно идентичен. Естественно, возникает вопрос, а зачем нужны сцены, если все то же самое можно сделать скриптом? Более того, возможности у скриптов гораздо шире, например, в них можно применять шаблоны, задержки и так далее. Кстати, многие вообще не используют сцен, обходясь скриптами и автоматизациями. Но в сценах все же есть по крайней мере одна особенность, которая будет полезна как раз в управлении освещением. Это опция Transition, плавный переход. Ведь сервисы нельзя запускать постепенно. Он или вызывается, или нет. А вот восстановление состояния объекта можно делать плавно с указанной задержкой в секундах. Выглядит это так. При помощи автоматизации или скрипта вызывается сервис активации сцены, и в его параметрах указывается имя нужной сцены и время в секундах, в течение которого будет осуществлен переход к сохраненным параметрам светильника. Выглядит это так. Выключение с таким же переходом. Для меня это единственный вариант применения этого класса объекта, управления освещением, где хочется сделать плавный переход между сменами состояний.
От теории перейдем к практике. Я расскажу про кейс управления умной лампочкой при помощи сцен. А переключать их будет вот такой ZigBee пульт IKEA. И сначала несколько слов хочу сказать про него. Пульт имеет 5 кнопок, одну центральную и 4 боковых. Значки, изображенные на них, отлично подходят для нашего кейса управления освещением. Но вы можете использовать абсолютно любой другой пульт, выключатель или кнопку. Для питания устройства используется батарейка CR2032, которая прячется под довольно массивной крышкой, а рядом с ней находится кнопка сопряжения. Для активации этого режима необходимо 4 раза ее нажать, после чего на лицевой панели будет виден красный светодиод. У пульта имеется и подставка, которую можно крепить на стену. Сам же пульт удерживается на ней при помощи магнитного крепления, что весьма удобно. Устройство полностью поддерживается в ZigBee 2MQTT и, подобно другим гаджетам с питанием от батарейки, является конечным устройством. На вкладке Exposed у него есть 3 параметра: уровни сигнала и заряда, а также Action, куда будет прилетать событие по нажатию на кнопки. Их, кстати, 2 на центральную Hold и Click, и по 3 на боковые Click, Hold и Release, события после холда. Также пульт поддерживает auto-обновление из ZigBee 2MQTT. У меня стоит последнее, 2.3.0.14. Кстати, очень удобная возможность, нет необходимости привязывать устройство к родным шлюзам для обновления прошивки. Вернемся к логической части. Для удобства воспользуемся теми преимуществами, что дает нам ручной режим. Весь кейс у нас будет в одном файле пакеджа. Подробнее про пакеджи в уроке 10.1. Открываем раздел «Сцен». И тут последовательно сделаю сначала включение и выключение, только ради плавности. Далее я делаю 4 сцены, в которых сохраняю параметры включенного светильника с разной яркостью: 25, 50, 75 и 100%. Имена можно давать любые, но я предпочитаю логически осмысленные. Для переключения между этими сценами, на мой взгляд, удобнее всего использовать выпадающие списки, причем не только вручную, но и через автоматизацию. Создаем в этом файле новый раздел Input Select. Видите, как удобно, все в одном файле, под руками. Тут делаю список на тех же 4 позиции, причем, это важно, имена позиций совпадают с именами сцен, символ в символ. Сейчас вы поймете почему. Создаем следующий раздел, в котором у нас будут автоматизации. И первая автоматизация будет следить за изменением состояния выпадающего списка. Если оно изменится, тогда будет активирована сцена с именем, которое совпадает с названием пункта выпадающего списка. Поэтому я и сказал про полное совпадение имен сцен и Input Select. Так гораздо удобнее, чем под каждый пункт писать отдельное действие. Время перехода 2 секунды. Теперь нам надо перезагрузить сцены, выпадающие списки и автоматизации, чтобы они применились к конфигурации. В интерфейсе делаю новую страницу. Тут я выведу карточку лампочки и карточку объектов с созданным выпадающим списком. Проверяем, как работает. При изменении пункта списка меняет свою яркость. Теперь добавим еще, скажем, 3 сцены, которые будут менять цветовую температуру белого света. Первая сцена
Теплый свет с температурой 2700 Кельвина. Вторая сцена с усредненным значением 4000 Кельвина. И третья – холодный свет на 6500 Кельвина. Аналогично создаю второй выпадающий список с дублированием названий сцен. И добавляю его в триггер уже созданной автоматизации. Обновляем сцены, списки и автоматизации. Выношу список в интерфейс. Теперь изменение одного списка меняет яркость, а второго цветовую температуру. Так как у нас это цветная лампочка, можно сделать из сцены с управлением цвета. Пару сцен с фиксированным значением в палитре RGB. Фиолетовое я использую как подсветку для фильмов. А это зеленое свечение. Еще две сцены будут вызывать эффекты. Перечень эффектов для каждого светильника, если они есть и поддерживаются в Home Assistant, можно посмотреть в его свойствах. И снова выпадающий список с теми же пунктами. Отслеживание изменения его состояния в триггере автоматизации. Перегружаем все сущности. Выносим в интерфейс. Теперь, кроме цветовой температуры и белого света, можно менять и цветное освещение. Яркость в данном случае универсальна. Теперь давайте переведем управление на пульт и начнем с включения и выключения сцен, которые я не включал в выпадающие списки. Новая автоматизация в качестве триггера будет использовать событие нажатия на центральную кнопку, которая выглядит так.
Сразу после триггера объявляем раздел действий, а в нем селектор условий, о нем я упоминал в самом начале видео. Первое условие – лампочка выключена. И в этом случае автоматизация активирует сцену включения с плавностью в 3 секунды. Второе, если включено. Тогда с той же плавностью активируется сцена выключения. Для управления остальными кнопками можно использовать такую конструкцию. Автоматизация, триггер которой отслеживает все изменения состояния сенсора Action пульта. Затем при помощи того же селектора, в зависимости от того, какое состояние прилетело, выполнять действия. Что касается действий, то в этом случае управлять сценами удобнее через выпадающие списки, которые можно просто листать. В этом случае при нажатии кнопки «Яркость больше» вперед, а изменение состояния списка у нас и так отслеживается. Аналогично для кнопки «Яркость меньше» список листается обратно. По умолчанию списки установлены в циклический режим листания, то есть при достижении минимальной яркости следующая будет максимальная. В такую автоматизацию можно добавить и оставшиеся два списка, но у меня возник один нюанс. Она логически верна, работает, но примерно 3-4 раза из 5. Подозреваю, это связано с тем, что сенсор Action меняет свое состояние на слишком короткое время, чтобы всегда успевал отработать селектор условий. Пример я вам оставлю, можно пробовать. А я сделал просто серию мелких автоматизаций, которые отрабатываются всегда, так как их триггеры, как и в случае с центральной кнопки, заточены под один конкретный статус. Эта пара отслеживает нажатие на кнопки «Яркость выше» и «Яркость ниже» и соответственно листает выпадающий список по яркости. Следующая пара отслеживает события нажатия на кнопки вправо и влево и меняет параметры списка, управляющего цветовой температурой. И третья пара тоже отслеживает боковые кнопки, но не нажатие, а Hold, удержание, и листает список цветовых эффектов. Вот так выглядит созданное нами управление. На всякий случай скажу, что в сцене может быть не один светильник, а несколько. Вот пример такой сцены из моей конфигурации. Тут меняется режим основного освещения в комнате на режим цветной подсветки. Сначала отключаются все светильники, потом включается подсветка с 50% яркостью и заданным цветом.
На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Надеюсь, что видео было вам полезным и интересным. Буду благодарен за ваши лайки и подписки на мой канал. Кроме YouTube, я веду еще телеграм-канал, в котором публикую новости, а также купоны акций на гаджеты умного дома. Ссылка в описании. До свидания, до новых встреч.